Оружие судного дня. Посейдон и стрелы Бога. Всем панкейк, друзья. Оружие судного дня. Почему и зачем человечество придумывает изощренные методы самоуничтожения? К чему мы идем и какие адские способы массового убийства изобретены на сегодняшний день? Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске. Поехали! Российская торпеда апокалипсиса «Посейдон». Новейшая торпеда от российского производителя «Посейдон 2М39», ранее известная как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО «Каньон». Заинтригованы? Дальше больше. Итак, «Посейдон», конечно же, беспилотник. В качестве энергоустановки у него мощнейший двигатель, потребляющий ядерное топливо. Он способен обеспечивать автономное плавание на расстоянии более 10 тысяч километров, что позволяет ему оказываться практически в любой точке нашей планеты. Длина аппарата около 20 метров, диаметр почти 2 метра, вес 100 тонн. Из-за огромного размера транспортировать его могут только специальные подводные лодки. В планах России строительство 4 подводных лодок-носителей «Посейдонов», способных нести до 8 аппаратов. Одна из них уже построена и несет боевое дежурство. Гнев Посейдона. Боевая головка сверхторпеды несет заряд эквивалентом в 2 мегатонны. Это заряд чрезвычайно разрушительной мощности. Помните «Малыша»? Так называли американцы атомную бомбу, разработанную в рамках Манхэттенского проекта. Это была первая удачно взорванная урановая бомба. Она же и первая в истории примененная атомная бомба. 6 августа 1945 года ее сбросили американские летчики на японский город Хиросима. Так вот, ее мощность была 13-18 килотонн. Нехитрые расчеты показывают, что «Посейдон» в 150 раз мощнее «Малыша». Зачем ему такая сила? Для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям, а также поражения кораблей и военно-морских баз противника. Не какого-то отдельного корабля, а всей авианосной группировки или всей базы одним махом. После применения «Посейдона» на этой территории невозможно будет ни плавать, ни ходить, ни жить. Гарантированно. Разрушения будут такими ужасающими, что ни одна страна не сможет это пережить без тяжелейших последствий. Поэтому это и называется неприемлемый ущерб. Хотите знать, где можно укрыться от этой торпеды? Смотрите и слушайте внимательно. Неуязвимость «Посейдона». Имея сверхпрочный титановый корпус, торпеда может передвигаться на запредельной километровой глубине, оставаясь неслышимой, невидимой и неуязвимой. И только глубоководные рыбы будут испуганно удивляться бесшумному ходу громадного монстра, идущего за своей добычей. Но мало того, что она может так глубоко погружаться в глубины океана, так она еще и развивает скорость под 200 км в час. И это на невообразимой глубине. Терпение «Посейдона». Знаете, как долго беспилотник может ждать своей цели, находясь в автономном плавании? До 4 долгих морских месяцев. Любая цель в Атлантике, Индийском, Тихом океанах может находиться в его базе данных. Северный Ледовитый океан, заплыв подо льдами – не вопрос. Военные аналитики Великобритании ужаснулись. Они подсчитали разрушительный эффект при ударе по Соединенному Королевству. По их мнению, при запуске «Посейдона» с подлодки судного дня и подрыве его в устье Темзы приливная волна полностью уничтожит Лондон и близлежащие территории. Переждать непогоду под зонтиком не получится. Пентагон тоже рассчитал последствия, что может случиться в случае применения торпеды по западному побережью. Если подрыв произойдет на большой глубине около берега с пологим дном, возможно возникновение радиоактивного цунами с высотой волны 300-500 метров, которое смоет все на десятки километров вглубь побережья и может пройтись по равнине на 500 километров. Жить на этих территориях нельзя будет в течение как минимум 50 лет до распада радиоактивного вещества. Это непоправимый ущерб, и он никому не нужен. Никому. И вот ответ. От «Посейдона» не скрыться. Зачем России «Посейдон»? Только ли Россия разрабатывает такое жестокое вооружение? Конечно же нет. Разрабатывают жестокие технологии абсолютно все мировые топ-державы. Зачем оно им всем? Каждая страна в мире пытается защитить свои интересы на мировой арене. Каждому правителю нужен туз в рукаве при проведении переговоров, а лучше 2 или 3. Вот и приходится инженерам на разных континентах ночами не спать, разрабатывать невиданных размеров лакированные чудо-дубины, от одного вида которых потеют ладошки. И все это для того, чтобы ни у кого даже близко не появилось глупой мысли напасть или развязать войну. Если у вас в стране много ресурсов, их надо защищать. Американский брат Посейдона – Манта.
Американский подводный беспилотник-носитель сверхскоростных торпед «Манта» схож по характеристикам с российским «Посейдоном». Несколько уступает в максимальной глубине, на которой может действовать, и в предельной скорости, но тоже способен нести чрезвычайно губительное для всего живого ядерное оружие. Глаз Посейдона. В носовой части суперторпеды размещена акустическая система, контролирующая правильность хода, сверяя рельеф дна с данными инерциальной системы. Такой же принцип, как и у крылатых ракет большой дальности. Она найдет то, что ищет, даже не сомневайтесь. Ноша морского царя. Что несет морской царь? Возможны разные варианты. 2-мегатонный термоядерный заряд, крылатые ракеты, обычные торпеды и сбрасываемые на дно ядерные мины. Эти виды вооружений могут быть нацелены на скопление кораблей, береговые укрепления и инфраструктуру. Никогда не узнаешь, что сегодня на уме у морского владыки, да и лучше не знать. Вам не кажется, что климат меняется? Может, это дело чьих-то рук? Смотрите и прислушивайтесь. Об этом скоро. Сердце Посейдона. В СССР активно велась разработка малогабаритных атомных реакторов. Их в основном устанавливали на космические аппараты. Современный компактный реактор для Посейдона обладает выдающимися характеристиками. Он в 100 раз меньше, чем у подлодки, в 200 раз быстрее набирает максимальную мощность, выходит на боевой режим практически моментально. Плюсом идет бесшумный водометный движитель. Быстрый, неуязвимый и очень опасный. Нижний предел погружения большинства субмарин не превышает 500 метров. На километре под толщей воды можно смело утверждать, что Посейдон недосягаем для обнаружения и поражения ни одним из существующих сегодня у НАТО видов вооружений. Он почти неуязвим. Боевые задания для Посейдона задаются и корректируются специальными станциями, установленными на берегу и кораблях. Посейдоновцы – это корабли и подводные лодки нового поколения, такие как Саров, на подходе Белгород и Хабаровск, которые тоже будут нести в своих аппаратах страшно усмиряющую силу. Пока подводные лодки стоят мирно на пирсе, в космосе разгорается новая битва, но об этом позже. У русских самые длинные кинжалы. Новейший вид оружия русских – кинжал. Вызвал глубокое чувство опечаленности у НАТО. Цунами не вызывает, но более молниеносен. Несет его самый быстрый серийный самолет в мире МиГ-31 Foxhound. Скорость носителя более 3000 км в час. Что же представляет собой кинжал? Это гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, ракеты которого способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли, авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты, да и все, что вы хотите. Это ракеты, подобные Искандерам, с активной головкой самонаведения, от которой невозможно увернуться. Гиперзвуковая скорость 10 махов, то есть более 12 тысяч километров. На этой скорости невозможен перехват даже перспективными средствами ПВО НАТО. МиГ-31 придает ракете дополнительное стартовое ускорение, а сам при этом остается плохой мишенью благодаря своей скорости, маневренности, неуязвимости для радиолокационных помех любой интенсивности и высоте полета более 20 километров. Движущиеся и неподвижные цели на море и земле кинжал способен поражать с максимальной точностью и скоростью. Американский кинжал. Очередная неудача при испытаниях американского гиперзвукового оружия вынудила Пентагон признать тот факт, что они при разработке пошли не тем путем. Максимум, чего им удалось достигнуть за 15 лет работы в выбранном направлении, так это скорости в М5. Как вы помните, 1 мах равен скорости звука, то есть 1235 км в час. Китайский кинжал. Китайцы обогнали Пентагон, хотя и начали позже. Их гиперзвуковая злая птица летает уже со скоростью М6, и они не теряют надежды превысить эти показатели. Российский кинжал. Кинжал из России летает со скоростью М9-10, циркон М10-11, а авангард уже М27-28. Кинжал – ракета воздушного базирования, циркон – морского базирования, авангард – наземного. Все они чертовски быстрые. Полет в облаке Фарадея. Гиперзвуковое оружие летает на совершенно иных физических принципах. Проблема полета в облаке Фарадея до конца не изучена до сих пор. Мало кому удается управлять объектом, летящим в пузыре плазмы. Ракета становится неуправляемой, а кому нужна неуправляемая ракета? Вам не нужна? Нам точно нет. Климатические войны – вымысел или реальность?
Климатическое оружие – оружие массового поражения и разрушения экономики отдельно взятой страны или даже нескольких стран. Поражающий фактор – искусственное воздействие на природные ресурсы, погоду и климат отдельно взятой территории страны, государства, материка либо целого континента. Могут использоваться различные технологии и средства, искусственно созданные техногенные катастрофы, влекущие за собой экологические катастрофы. Известны воздействия американцев на верховье Меконга в ходе войны во Вьетнаме. Им было крайне необходимо вывести из строя тропу Хо-Ши-Мина. По этой тропе осуществлялось снабжение партизан Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Операция носила кодовое название «Попай». Хотя американцам и удалось вызвать проливные дожди и частично парализовать снабжение партизан, это потребовало огромных материальных затрат. В ходе операции были использованы йодистое серебро и сухой лед. Кроме того, американские военные использовали крайне токсичное ядовитое вещество, так называемый агент Оранж, для борьбы с растительностью вьетнамских джунглей. Последствия его применения вьетнамский народ испытывает до сих пор в виде жутких мутаций и генных нарушений. Возможно ли управлять циклоном? Вероятно, да, и использовать его как оружие. Но для этого необходимы колоссальные технологические ресурсы, эффект от воздействия непредсказуем и не гарантирован. Например, в кучево-дождевом облаке средних размеров содержится энергия, сравнимая с энергией нескольких ядерных бомб. Задача изменения естественного течения синаптических процессов на огромной территории является сложнейшей с научно-технической точки зрения проблемой. Подводимая извне энергия должна быть не меньше, чем та, которой обладает облако. Да, и облако же не знает, где государственная граница той или иной страны и куда ему надо лететь. Многие страны ведут активные работы в области воздействия на погодные условия. Климатическим оружием называют американскую систему исследования ионосферы (HAARP). Закрытость данного учреждения приводят в качестве аргумента в пользу правоты теорий заговора, связанных с этой системой. Дыхание пустыни с ручным управлением. Существует мнение, что спецслужбы США разрабатывают установки, позволяющие вызывать засуху в том или ином районе земного шара. Представьте, что вы способны разрушать все дождевые облака над той или иной страной. Нет дождей, нет урожая, нет корма для скота, нет пищи для людей. В стране начинается голод, население вымирает, возможны революции и распад страны на отдельные враждующие княжества. Бери их голыми руками и строй демократию. Однако противники теории заговора считают, что единственное существующее на сегодняшний день климатическое оружие – это выхлопы заводов, идущие прямо в атмосферу и нам в легкие. Стрелы Бога. США разработали проект Тор. Идея была видоизменена и показана в фильме «Бросок кобры». На орбите планировалось подвешивать вольфрамовые 6-метровые ракеты без боеголовок и с примитивным стартовым двигателем. За счет силы тяжести и большой массы, ради которой и выбран был вольфрам, к моменту подлета к Земле они набирали бы чудовищную скорость. Огромная кинетическая энергия при столкновении с поверхностью Земли приводила бы к огромным разрушениям без радиационного заражения, землетрясениям в 9 баллов и возникновению смертоносных цунами. Планировалось создать систему спутников-носителей адских стрел. К счастью, подъем тяжестей на орбиту пока слишком дорог, и идея пылится в архивах Пентагона. Спутники-инспекторы. Уберите свои длинные руки. Оружие для применения в космосе разрабатывали все и всегда. Еще в 1962 году у США появились ракеты Программ 505 с ядерным зарядом в 1 мегатонну для уничтожения спутников. Сейчас упор делают на так называемое некинетическое противоспутниковое оружие, выводящее технику из строя без взрывов, ударов и образования обломков. Встречайте спутники-инспекторы. По задумке ученых, спутники-инспекторы должны инспектировать другие спутники, проводить их плановое обслуживание и все тому подобное. Поэтому их наделили способностью перемещаться на орбите. А если этот странствующий спутник может вплотную приближаться к другому, то почему бы не наделить его способностью силового воздействия? Известно, что военные все превращают в оружие. Приблизившись, можно осуществить радиоэлектронный удар, поразить лазерным лучом или перехватить управление над другим спутником. Вопрос упирается только в запас топлива и амбиции проектировщика. Сейчас в области
области спутников-инспекторов лидирует Россия. Каждый случай подлета к иностранным спутникам вызывает массу беспокойства у других держав. У США тоже есть подобный аппарат Boeing X-37B. Он похож на маленький шаттл. Его тоже можно применять против других спутников. Кроме того, недавно Штаты запустили еще 2 спутника-инспектора – высокоманевренные GSS-AP-5 и GSS-AP-6. Контейнеры-убийцы. Думаете, можно выстроить сверхэффективную систему ПРО, которая сможет определить момент пуска ракет? Надеетесь на высокие технологии и локаторы дальнего обзора? Отслеживаете чужие подлодки и летающие ракетоносцы? Тогда получите стандартный контейнер и распишитесь. Правда, вместо мягких игрушек и печенья там будут калибры от 1 до 4, встроенная система управления и все, что нужно для старта. Имя этой штуки Club K. И контейнер вам доставят транспортные компании прямо на задний двор. Гениально, не так ли? Вы смотрите вдаль, ждете появления белых дымов от стартующих двигателей, а они уже у вас за спиной и еще даже не запускались. Вам древнюю Трою со знаменитым конем не напоминает? Все в мире движется по спирали. Зачем вообще необходимо оружие судного дня? Пистолеты, автоматы, винтовки, гранаты, пушки и другие страшные изобретения человечества стреляют, взрываются и иным изощренным методом отнимают жизни людей ежегодно, ежедневно и ежечасно. Хотим мы этого или не хотим. Хоть это оружие не идет ни в какое сравнение с оружием массового поражения, но оно применяется массово и регулярно. Но почему-то мало кто выступает за отмену производства, например, винтовок М16. Страны зачастую обвиняют друг друга в разработке вооружений чудовищной силы. Но применялись ли хоть раз ядерные боеголовки? Да, применялись в 1949 году американцами против Японии. С тех пор ни один ядерный гриб не поднимался в ходе боевых действий во всем мире. Будут ли применяться? Надеюсь, разумное человечество, осознав серьезность последствий, примет правильное решение и, обуздав свои чрезмерные аппетиты, откажется от подобных идей. Что думают военные всего мира, заступая на боевое дежурство с таким оружием? Только бы не было войны. Ведь их ошибка может стоить жизни всей человеческой цивилизации, и они это понимают, как никто другой. Пожелаем им скучного очередного дежурства, и пусть их смены будут похожи друг на друга день ото дня. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, пересылайте друзьям. Всем доброго и яркого солнца. Пока.